Всем привет! Сегодня будем готовить торт Наполеон. Отличительной особенностью этого рецепта является то, что 1,5 килограмма торта можно получить, затратив всего лишь 200 грамм масла. Ну а пока подписывайтесь на канал и ставьте колокольчик. Приятного просмотра! Итак, для приготовления Наполеона по этому рецепту нам необходимо 3,5 стакана муки, 3 стакана теста, а половина заварной крем, 1 литр молока, берите сразу с большим процентом жирности, у меня 3,3, 200 грамм сливочного масла, 72,5% и выше, 150 грамм идет тесто, а 50 идет в крем, 1 стакан сахара, 2 куриных яйца, 1 грамм ванилина и полстакана воды. Когда масло согрелось до комнатной температуры, разрезаем его на такие маленькие прямоугольные параллелепипедики, господи, я это выговорил, и выкладываем это в муку. Затем выливаем воду и все тщательно замешиваем руками до однородности. Получается вот такое однородное тесто, накрываем его пищевой пленкой и ставим в холодильник на час. Достаем тесто, равномерно осаживаем его по высоте и делим на 8 одинаковых частей. Затем скатываем из каждой части шарики. Раскатываем каждый шарик, вырезаем по форме, для формы можно брать обычную тарелку, и делаем вилкой отверстие, для того, чтобы воздух выходил в процессе выпекания. Выпекаем коржи в духовке в течение 15 минут при температуре 220 градусов. Далее доводим молоко почти до кипения на среднем огне. Ну а пока в отдельную емкость высыпаем муку, ванилин, сахар, взбиваем яйца и взбиваем все венчиком до однородности. В процессе взбивания я добавил еще немного нагреваемого молока, для того, чтобы масса была более жидкой. Затем, постоянно помешивая молоко, добавляем нашу яичную смесь. Далее на самом малом огне в течение 6-7 минут доводим крем до кипения. При этом надо постоянно его помешивать, иначе он пристанет к стенкам. Затем снимаем крем с плиты, он должен иметь вот такую консистенцию. И даем ему остыть до комнатной температуры. После того, как крем остыл до комнатной температуры, добавляем масло и все тщательно взбиваем. Обрезки от коржей ставим в духовку при температуре 220 градусов еще на 15 минут. Начинаем формирование торта. Берем блюдо, выкладываем 1 столовую ложку крема прямо в середину. Выкладываем корж и тщательно смазываем его кремом сверху. Крема должно быть много, и он должен покрывать всю поверхность коржа. Затем выкладываем следующий корж, ну и так далее. На один слой понадобится 2 столовых ложки крема. Затем все тщательно заливаем кремом сверху и сбоку. Затем посыпаем измельченными коржами сверху и сбоку наш тортик и ставим его в холодильник на ночь. Вот такой шикарный тортик у нас получился. Можно нарезать и подавать столу. Приятного аппетита!